Итак, это говорит Кришна, никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Shri Chaitanya Manubhistam Shapitam Jena Bhutale Kaya Mupakada Maya Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gauda Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So this point is also made in the third chapter, where Krishna says, Janma karma chame divyam. If we understand that his activities and work are transcendental, then we qualify to go back to the spiritual world. Об этом же говорит Кришна в предыдущей главе, где он говорит, что тот, кто понял природу рождения и моих деяний в этом мире, он становится квалифицированным, чтобы попасть обратно в духовный мир. So here in the material world, everyone is under the law of karma. И здесь, в материальном мире, все находятся под влиянием законов кармы. We do good work, we get good result. Мы совершаем какую-то деятельность и получаем ее плоды. Bad work, and we get bad result. Если хорошие плоды, плохие плоды. But Krishna is trying to bring us above this good and bad to the transcendental platform. Но Кришна пытается поднять нас выше хорошей и плохой деятельности, но на трансцендентный уровень. And he is explaining that that's where he is. И он объясняет, что это именно тот уровень, на котором он сам находится. And if we understand properly, then we can also qualify to go to that level. Если мы правильно поймем это, мы сможем сами стать квалифицированными, чтобы подняться на этот уровень. The whole theme of the Bhagavad Gita is Arjuna doesn't want to fight because he thinks it's impious work. Вся главная тема Бхагавад-гиты в том, что Арджуна не хочет сражаться, считая, что это неблагочестивая деятельность. But Krishna assures him, if you do it for me, then there's no question of pious or impious. Но Кришна показывает ему, что если ты будешь делать это ради меня, то нет вопроса уже о благочестивой или неблагочестивой деятельности. Rather, you won't get any material result. Скорее, ты не получишь никаких материальных плодов. Instead, you'll get a spiritual bank balance. Наоборот, ты пополнишь свой духовный счет в банке. And as that spiritual balance increases more and more, then gradually you can come to this transcendental platform. И чем больше будут накапливаться твои заслуги на этом трансцендентном счету, тем больше ты будешь подниматься на трансцендентный уровень. Then you'll be happy. И тогда ты будешь счастлив. But in order to come to that platform, you have to be ahoitakiya pritiyata, without any expectation of result and without any personal motive. Just the motive is to please the Lord. Но чтобы подняться на этот уровень, необходимо быть ахайтукия пратихата. Не надо ждать чего-то для себя и не стремиться к каким бы то ни было плодам материальным. So Prabhupada was at that platform and he was showing us how he was working but not getting any material result. Прабхупада находился на таком уровне, он показывал нам, как можно действовать и при этом не получать никаких материальных плодов. Similarly, Krishna is explaining how he's working, but he's not getting any material result. Подобным образом Кришна объясняет, как он сам действует, но не получает при этом никаких материальных плодов. If we come to that point, then we won't get entangled in the fruit of result. Если мы поднимемся до этого уровня, мы не будем запутываться в материальных плодах своей деятельности. Комментарий. В материальном мире существует закон, согласно которому царь всегда прав и не может быть судим по законам государства. Точно так же Господь, хотя и является Творцом этого мира, сам не подвержен влиянию протекающей в нем деятельности. Сотворив материальный космос, он отстраняется от него, в отличие от живых существ, которые запутываются в последствиях своей деятельности из-за присущего им стремления господствовать над материальной природой. Владелец предприятия не несет ответственности за хорошие или дурные поступки своих работников. Вся ответственность ложится на них самих. Не Верховный Господь, а жажда чувственных наслаждений заставляет живые существа заниматься материальной деятельностью. Желая получить больше возможностей для наслаждения, живые существа трудятся в этом мире и мечтают после смерти вкусить счастье на райских планетах. Но самодостаточного Господа не привлекают так называемые райские удовольствия.
Полубоги, живущие на райских планетах, всего лишь его покорные слуги. Хозяин никогда не стремится к низкопробным удовольствиям, о которых мечтают его слуги. Господь не причастен к материальной деятельности и не подвержен ее последствиям. Так, дожди не являются непосредственной причиной появления на земле растительности, хотя без них ничего не может вырасти. В Смрити Шастрах сказано: «Нимиттаматрам эваса сриджанам сакакармани прадханакаранни бхута ятпавай сриджя шактаяха». Господь – высшая причина возникновения всего, что существует в материальных вселенных. Непосредственной же причиной является материальная природа, проявляющая эти вселенные. Есть разные виды сотворенных существ – полубоги, люди, животные, и все они пожелают плоды своих хороших или дурных поступков, совершенных в прошлом. Господь лишь предоставляет им все необходимое для деятельности и регулирует ее с помощью гун материальной природы. Но сам Он не несет никакой ответственности за действия живых существ в прошлом или настоящем. В Веданта Сутре 2.1.34 сказано: «Вашамняман майгрихнье насапекшататват». Господь беспристрастен и не относится предвзято ни к кому из живых существ. Живые существа сами отвечают за свои поступки. Господь только обеспечивает их всем необходимым для деятельности через свою внешнюю энергию, материальную природу. Тот, кто во всех тонкостях знает механизмы действия закона кармы, деятельности и ее последствий, не запутывается в последствиях своих действий. Иными словами, действие закона кармы не распространяется на человека, который постиг божественную природу Господа и обрел сознание Кришны. Те, кто не понимает божественной природы Господа, думают, что Он, подобно обыкновенным существам, действует ради того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, не могут не запутаться в последствиях своих поступков. Однако человек, постигший высшую истину, освобождается из материального плена и обретает сознание Кришны. So one more. Evam yatva kritam karma purvayapi mumukshubhi guru karmaiva tasmatvam purvai purvataram kritam. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore you should perform your duty following in their footsteps. И следующий 15 стих. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. Комментарий. Есть два типа людей. Сердца одних осквернены материальными желаниями, а сердца других свободны от желаний. Сознание Кришны одинаково благотворно и для тех, и для других. Люди, пораженные материальной скверной, могут воспользоваться методом сознания Кришны, чтобы постепенно очиститься, следуя правилам преданного служения. А те, кто уже очистился от материальной скверны, обычно продолжают выполнять те же правила, чтобы подать пример другим и тем самым принести им благо. Глупцы, а также новички в сознании Кришны, не усвоившие духовную науку, порой хотят прекратить всякую деятельность. Но Господь не одобрил желание Арджуны оставить поле битвы и удалиться от дел. Нужно просто научиться действовать правильно. Не следует отходить от деятельности в сознании Кришны и, уединившись, изображать из себя человека, уже достигшего высот сознания Кришны. Гораздо лучше действовать ради Кришны. Господь советует здесь Арджуне заниматься деятельностью в сознании Кришны, идя по стопам других учеников Господа, предшественников Арджуны, таких как Бог Солнца Вивасван. Духовный Господь помнит обо всем, что делал в прошлом Он сам, и что делали все, кто действовал в сознании Кришны. Поэтому Он советует Арджуне последовать примеру Бога Солнца, которого Он научил искусству деятельности в сознании Кришны несколько миллионов лет назад. Такие ученики Господа Кришны названы здесь освобожденными душами, ибо все они неукоснительно исполняли обязанности, возложенные на них Кришной. This is our process. We follow in the footsteps of the great souls. Наш процесс такой, что мы следуем по стопам великих душ. The principle is simple. Принцип прост. But the application is difficult because our habit is to
act whimsically according to our mind and senses. Но применение его сложно, потому что у нас есть привычка действовать по своей воле, по своей прихоти, следуя диктату ума и чувств. So we don't have to create anything. All we have to do is agree to the principles. Нам не нужно придумать ничего нового, нам нужно просто следовать этому принципу. The principle is to work for the pleasure of the Lord. И принцип такой, что мы должны действовать ради удовлетворения Господа. So a question may come, well, what's pleasing to the Lord? И возникает вопрос, а что нравится Господу? So that's a good question. Это хороший вопрос. And therefore we have Guru, Sadhu, Shastra И поэтому у нас есть гуру, садху и шастры, to help us understand what's pleasing to the Lord, what's not pleasing to the Lord. чтобы понять, что нравится Господу, а что ему не нравится. What's favorable for our discharge of devotional service, what's unfavorable. Что благоприятно для практики преданного служения, а что неблагоприятно. But it's not a very difficult process. Но это не очень сложный процесс. We don't have to be specially qualified. Нам не нужно быть особенно квалифицированным к нему. All we have to be sincerely desiring to please the Lord. Нам нужно только искренне желать доставить удовольствие Господу. The simple qualification, sincere desire. Это простая квалификация, искреннее желание. Prabhupada told so many lifetimes you're serving Maya. This one lifetime dedicate to the service of Krishna. Прабхупада говорит, столько много жизней мы служили Майе. Посвятите же одну эту жизнь служению Кришне. So if you make this determination, I'm dedicating this life for the service of Krishna, then your life will be glorious. И если вы наберетесь такой решимости, что вот эту одну жизнь я посвящу служением Кришне, то ваша жизнь будет достойной прославления. And all obstacles will be removed. И все препятствия будут убраны с вашего This is пути. only one qualification. Это только одна квалификация, одно качество. Sincere desire Искреннее желание to please the Lord. доставить удовольствие Господу. So why not do it? И почему бы не попробовать это The сделать? mind will say, oh, no, what about me? И он будет говорить, ну как же насчет меня? Like Sukacharya, when Vamana came in disguise, Vishnu in disguise, he could detect, and he told his disciple Bali, don't give him, he'll take everything. Как Сукрачарья, когда Господь Вишну пришел в облике Ваманадева, и он сказал своему ученику Бали Махараджу, это Вишну, он тебя обманет, не давай ему то, что он попросит. So we're always calculating. We're calculating, oh, I don't want to give too much to Krishna, then what will I have? И мы всегда так вот рассчитываем, просчитываем вперед. Если я слишком много отдам Кришне, а что же мне останется? The Prabhupada said, from his early days, this was his mood. Everything for Krishna, nothing for me. Прабхупада говорит, что с самого начала, с самых первых дней было такое настроение его, что он все давал Кришне и ничего для себя. I mean, you're allowed to have your quota, but not more. У нас есть какая-то квота того, что мы можем принять, но не больше, чем это. Then it just requires, with a little faith, we'll see that Krishna won't cheat us. Если у нас будет хотя бы небольшая вера, то мы сможем увидеть, что Кришна не обманет нас. We think Krishna is an ordinary person, he'll cheat us. Мы считаем, что Кришна — это обычная личность, которая сможет нас We обмануть. think the spiritual master, ordinary person, he'll cheat us. Мы считаем, что духовный учитель — это обычный человек, он может нас обмануть. So we don't want to surrender. И поэтому мы не хотим предаваться. But then we'll miss the really sweet taste of devotional service. Но тогда мы не получим по-настоящему сладкого вкуса преданного служения. The really sweet taste is there when we give everything to Krishna, and then we see Krishna is giving us more than we could expect. Истинно сладкий вкус — это когда мы все отдаем Кришне, и мы тогда увидим, что Кришна дает нам даже больше, чем мы могли этого ожидать. It's a fact. И это факт. We don't deserve such nice association. Мы не заслужили такого замечательного общения. We don't deserve such nice literature, Мы не заслужили таких замечательных книг, such nice kirtan. таких замечательных киртанов. Krishna is giving us. Кришна дает нам это все. What is our qualification? И какова же наша квалификация к этому? We just have to agree, and then everything comes. Нам нужно просто согласиться, и тогда все придет. But unfortunately, because we're miserly, we are afraid to give. Но, к несчастью, поскольку мы скупцы, мы скупые люди, мы боимся отдать. So please give up that hesitancy and fully surrender to the activities of Krishna consciousness. Поэтому оставьте все колебания и полностью посвятите себя деятельности в осознании Кришны. Okay, any questions? Есть ли какие-то вопросы?
Отдать все лишнее — это самоубийство. Это смерть. И это страшно. Отдать все Кришне самоубийство для ложного эго — это очень страшно. But to give up everything to Krishna is like a suicide for our false ego. It's very fearful for us. Yeah, therefore we need a guru. И поэтому нам нужен гуру. He'll smash our false ego. Он просто раздавит лепешку наше ложное эго. Prabhupada was doing that. Прабхупада это делал. Because the real ego is better platform. Потому что истинное эго — это гораздо лучшее уровень. False ego just brings suffering. Ложное эго приносит нам только страдания. We act on that platform, we suffer. Если мы будем действовать на этом уровне, мы будем страдать. But we act on the platform of real ego, then it becomes joyfully performed. Но если мы будем действовать на уровне истинного эго, тогда это нам принесет радость. Gives direct perception of the self by realization. Это принесет нам истинное понимание души через практический опыт. So give up that false ego. Поэтому отбросьте это ложное эго. Anyone else? Все. Вопрос про внимательность, да? Вот у меня еще вопрос. Потом с вами пишет в книге «Родился» что игры. Когда стоит вообще настроение выходить или пытаться медитировать на игры Господа, да? Во время джапы? Во время джапы, да. Стоит ли это делать вообще и на каком уровне? То есть вопрос такой, как внимательно повторять Святое Имя из утренней лекции, и можно ли, чтобы это было внимательно медитировать при этом на игры Кришны? Да? On the morning class you mentioned that we should very attentively chant the holy name. So his question is it okay to meditate on transcendental pastimes of the Lord during the chanting? And at which point it's possible, it's okay. The problem with meditating on the transcendental pastimes is that we may think that we're eligible to enter into those pastimes. Проблема в медитации на игры Господа это в том, что мы можем посчитать, что мы уже достойны, чтобы войти в эти игры. In general, no, there's nothing wrong. Обычно здесь нет ничего плохого. But we should also meditate on the pastimes of Krishna on the battlefield of Kurukshetra. Но мы также должны медитировать на игры Кришны на поле битвы Курукшетры. Not just, with the gopis. Не только Кришна с гопи. In the early days, there was one group of devotees. They were just meditating on Krishna and the gopis. В первые дни нашего движения, ранние была группа преданных, которые медитировали только на игры Кришны с гопи. They called themselves Gopi Bhava Club. Они назвали себя клуб Гопи Бхавы. They would meet twice a week, and only they're reading Prabhupada's books, but only where Krishna and the gopis were exchanging. Они встречались 2 раза в неделю и читали книги Шрилы Прабхупады, но только те моменты, где рассказывается о встречах Кришны с гопи. So nobody thought it was anything so bad. И никто не подумал, что в этом есть что-то плохое. But when when Prabhupada came, the leader told Prabhupada this was going on. Но когда Прабхупада приехал в это место, и лидеры сказали, что происходит, So immediately Prabhupada became alarmed. Прабхупада сразу он понял, что что-то здесь не так. He didn't approve. И он не одобрил это. He says this is sahajya, means the preaching will stop. И он сказал, это сахаджа, и это приведет к тому, что проповедь остановится. We only want to know Krishna and the gopis, then we won't bother to learn Bhagavad Gita verses and. Если мы хотим знать только о Кришне с гопи, то мы не захотим читать Бхагавад-гиту, учить стихи. We think this Bhagavad Gita is only for neophytes, but I'm very advanced. Будем считать, что Бхагавад-гита только для неофитов, я уже очень возвышенный, преданный. So that's a danger. И в этом опасность. Otherwise, yeah, we can remember Krishna. Ну, в таком случае, да, мы можем помнить о Кришне. But generally we emphasize hearing. Но обычно мы подчеркиваем слушание. We say first the name, if we meditate on the name,
then perfectly, then the form will come. Мы говорим о том, что если мы совершенно будем медитировать на имя, то из него проявится форма. We'll be able to see the form of the Lord. Мы сможем видеть форму Господа. Are you at that point? Вы уже на этом уровне? Then the third stage is activities. We'll be able to see the activities of the И Lord. третий уровень — это то, что мы можем видеть деяния Господа. Anyone else? Еще вопросы? Какой деятельностью должен заниматься преданный, чтобы поддерживать свое материальное тело и не запутываться в последствиях этой деятельности? И какой деятельностью он не должен заниматься? Какой деятельностью должен заниматься преданный, чтобы поддерживать тело и не запутаться в этом? И какой не должен заниматься? What activity should devotee do in order to maintain his material body, and what activity he doesn't have to do? He should work according to his nature. Он должен работать в соответствии со своей природой. Prabhupada didn't allow lazy people to come. Прабхупада не одобрял, когда к нам приходили ленивые люди. He said, no lazies and no crazies. Он говорил, не надо нам ленивых и не надо сумасшедших. So we have to work. Поэтому работать надо. That'll depend on our circumstances. Это будет зависеть от наших обстоятельств. Do we grihasta or brahmachari? В зависимости от того, мы грехаска или брамачари. Therefore, we need to consult. И поэтому нам нужен какой-то совет. According to our time and circumstance. В зависимости от времени и обстоятельств. You see, Krishna is working. Можем видеть, что сам Кришна действует. He's telling Arjuna to work. Он говорит Арджуне действовать. So we don't suggest giving up work, but it should be work for the pleasure of the Lord. Поэтому мы не советуем оставить деятельность, но деятельность должна быть ради удовольствия Господа. So yeah, we have to maintain our body. That's pleasing to the Lord. И да, мы должны поддерживать свое тело, это доставляет Господу удовольствие. Like Sanat Goswami, he was thinking of committing suicide, but Lord Chaitanya was displeased. Как Санатна Госвами, он думал о том, чтобы совершить самоубийство, но это не понравилось Господу Чайтанье. He said, "You've given your body to me, now you want to take it back." Как он сказал ему, что ты отдал свое тело мне, и сейчас хочешь забрать его у меня. So just like we keep a car in a good working order with the gasoline and we change the oil, and so we should keep our body in good working order. Подобно тому, как у нас есть машина, и мы ее поддерживаем в хорошем состоянии, заправляем бензином, заливаем масло, подобно этому тело — это тоже машина, нужно поддерживать ее в хорошем состоянии. Because it's valuable in the Krishna service. Потому что оно ценно для того, чтобы использовать его в служении Кришне. We need to eat and sleep, И нам надо есть и спать. have necessary sex life and defending. И если необходима сексуальная жизнь и защита. But we shouldn't overeat Но не нужно переедать. or undereat, Или недоедать. or sleep too much or sleep too little. Спать слишком много или слишком мало. So the same with work. То же самое с деятельностью. Prabhupada sometimes criticized that they're working so hard it becomes ugra karma. Как Прабхупада часто критиковал людей, которые слишком тяжело работают, и это превращается в угра-карму. He gave the example of horses. Horses, sometimes the master makes them work so hard that foam is coming in their mouth. Он приводит пример лошади, которые, если хозяин заставляет ее работать слишком тяжело, то у нее начинает появляться пена на губах. So we don't have to work like horses. И нам не надо работать как лошади. Next. Еще вопрос? Да? Громче можно? То есть мы знаем, что Кришна — это великий обманщик, и как мы можем поверить тому, что он нас не обманет? We know that Krishna, he is a great cheater, greatest cheater. How we can know that he won't cheat us? No, he will cheat us. Он нас обманет. But we'll be happy to be cheated by him. Но мы будем счастливы тем, что он нас обманул. He cheats the gopis. Он обманывает гопи. He steals their clothing Он ворует их одежду, when they're bathing. когда они совершают омовение. He makes them come out of the water naked. И он заставляет их выйти из воды без одежды. And he makes them fold their hands in front of them so he can see their whole full nakedness. Он заставляет их поднять руки прямо перед ним, вот, стоя перед ним, чтобы он мог увидеть их обнаженное тело. So he's cheating them. Он их обманывает.
But because they're cheated by Krishna, they become Krishna's, you can say, dearmost objects over millions of years in the whole night of Brahma. Но поскольку их обманул Кришна, они становятся самыми-самыми дорогими, дороже, чем все остальные живые существа в миллионах жизней Господа Брамы. Anyone else? Еще какие-то вопросы есть? Oh, him again. Опять вы? Are you off the mental platform? А вы уже спустились с умственного уровня? У нас появилась сейчас группа чтобы работать над строительством нового храма, и что вы могли посоветовать? Группе это или все общине? Всем преданным, да. Now we are up to made a new temple, so can you give us some advices how to do it properly? Like to all the devotees, what we can do in order to achieve this goal, to have a new temple. Where is it? We have the land chosen? У вас уже есть земля? We have a building we can get, we can buy. We already have a building to buy. Is there land around the building? А там вокруг него есть какая-то земля? Just for the parking lot. Parking. Yeah, only for the city. And the government gives us permission? А правительство дает разрешение? To buy, yes. Yes, to buy. But we have permission to use it as a temple? Но есть у нас разрешение использовать его под храм. It's a question of the further work with the government. Question of? The further work with the government. We have to work on it. Not yet. So I can pray that you're successful. Я могу помолиться, чтобы вы добились успеха. But I have no expertise about building or, a temple. What kind of building it is. I wouldn't mind seeing and everything. Но у меня нет опыта, я не знаю, что там за здание. Я хотел бы посмотреть, может быть, на него. You could take me to where the building is. Можете привести меня в это место, я посмотрю. Then I have a better idea. И тогда у меня будет лучшее представление о том, что это такое. Maybe you can share your experience of building the temple in Orlando. But you already have a building here, you said, right? Но вы сказали, что у вас уже есть здание. Just some general ideas how to get a new temple, how to build a temple, what is needed for that. Main thing needed is sincere devotees. Самое главное, что необходимо для этого, чтобы получилось все это, искренние преданные. So you have so many sincere devotees here. Но у вас здесь столько много искренних преданных. I'm sure it'll be a success. Я уверен, что вы добьетесь успеха. Громче, можно громче. Что вот мы должны в первую очередь, по мнению Махараджа, спрашивать? Какие вопросы задавать? То есть нам не повезло, что мы не общались со Шрилой Прабхупадой, и те, кто общался с ним, они один с другим ходят с этого мира. И вот что нам нужно спрашивать у них, чтобы успеть понять это, да? Вот качество Прабхупады, да. It's very important to, like he says that he didn't have a chance to associate personally with Шрила Прабхупада, and those who had that association, they leave this world one after another. So, what shall we ask for those devotees who are still alive in this world in order to know about Шрила Прабхупада? What is most important? What are most important questions? But Prabhupada's there in his books. Но Прабхупада, он присутствует в своих книгах. And many of his disciples have written biographies. И многие из его учеников, они написали биографии о Шриле Прабхупаде. He personally, or you can say, there's so many lectures that are available, so many conversations, so much letters.
Есть очень много лекций, которые доступны, лекции Шрилы Прабхупады, его разговоров, бесед, его писем, которые он написал. Once I asked Prabhupada to tell me a story about his spiritual master. Однажды я попросил Шрилу Прабхупаду, чтобы тот рассказал мне о его духовном учителе. Prabhupada said, "What is there to say? Прабхупада сказал, ну что тут еще можно сказать? He is a Vaikuntha man." Это человек с Вайкунтхи. So that you should know. Prabhupada was not an ordinary man. He was fully realized. Это мы должны понимать четко, что Прабхупада это не обычный человек, это полностью реализованная душа. But anyway, don't be worried. Like we were mentioning this morning, Prabhupada can come to you personally. И в любом случае не беспокойтесь, как мы утром говорили о том, что Прабхупада может лично к вам прийти. If you sincerely need his help, he'll come. Если вы искренне будете звать его о помощи, он придет к вам. Otherwise, you may not need because everything is clear. Но в противном случае, может, вам и не нужна эта помощь, потому что все более-менее ясно. Prabhupada once told me that this Krishna consciousness is clear as the blue sky. Однажды Прабхупада сказал мне, что сознание Кришны, оно ясное, как такое голубое, прозрачное, ясное небо. Anyone else? Еще вопросы есть? What is it? Да, Маташа. В Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам в нескольких местах написано, что нужно понять игры Кришны, его приход и познать его таким, какой он есть. Я читаю, я в это верю, я это принимаю, соглашаюсь с этим. А что такое осознать это? То есть говорите, что нужно осознать игры Кришны, его приход, его деяния в этом мире. И что значит осознать? Да? Настоящему, да. Татватаха, да. Krishna says in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam that it's very important to understand the nature of his coming to this material world and his activities. So what does it mean to understand it fully? Completely understand, really understand. Fully means that you'll be able to see his activities. По-настоящему значит то, что вы будете способны видеть его деяния. But it's a gradual process. We can have idea by hearing. Но это постепенный процесс, и какое-то понимание об этом придет, если мы будем слушать. Therefore, we emphasize hearing. Поэтому мы подчеркиваем слушание. Hearing the pastimes of the Lord. Слушание о играх Господа. Hearing the instructions of the Lord. Слушание наставлений, которые дал Господь. Then we will come to having direct experience. Тогда к вам придет прямой, непосредственный опыт вот этого When всего. Rupa Goswami, he's describing how he's chanting the syllables of the Maha Mantra. И Рупа Госвами, он описывает, что когда он повторяет слоги Хари Кришны Махамантры, He describes he's hearing this two syllables, Krishna. он говорит, что когда я слышу эти два слога Кришна, He says, when I do that, I see that Krishna is dancing on my tongue. он говорит, что когда я это делаю, я вижу, как Кришна танцует у меня на языке. And he's seeing directly that Krishna in the courtyard of his heart. И что Кришна, он входит в сокровенные уголки его сердца. So we emphasize the chanting, go on with the chanting, and everything will follow. Поэтому мы подчеркиваем воспевание. Когда мы поем, воспеваем Святое Имя, то все остальное приложится. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki.